Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. Сегодня у нас Будва, середина августа, и мы прогуляемся и посмотрим, что творится на пляжах в Будве прямо сейчас. Кстати, по погоде жара немного ушла, вот эта вот, которая давила на всех. И сейчас вот 10 утра, 27 градусов, вода 24, к вечеру 25 будет. И более комфортно стало на море. Цены без изменений. Сабдоска час 10 евро, 2 часа 15 евро. Каяк час 15 евро, 2 часа 25 евро. И водные вот эти аттракционы на воде, которые 30 минут 10 евро, час 15 евро. Тут, по-моему, ничего не поменялось. Это возле пляжного бара Тайм-аут. Цены на перекус. Вот здесь слева туалет, 1 евро написано. Мороженое возле пляжного бара от 2 до 3 евро в зависимости от размера. Но про экскурсию я уже не буду отдельно записывать. Точнее, отдельно записанное видео на днях было, поэтому цены сейчас они все держат одинаковые. Вот это пляж от отеля Imperial. Цена за комплект написано 35 евро. И вот меня спрашивали, да, тут тоже запрет на свои продукты и напитки, поэтому на многих пляжах запрещено проносить свои продукты и напитки. Катают людей. Можете посмотреть, сколько народу. По-моему, перебор с народом. Не знаю, как на это смотрит морская инспекция в плане безопасности, но и вот вода. Большое волнение, но вода, в принципе, прозрачная. А это соседний пляжный бар. И здесь первые 3 ряда лежаков 25 евро, остальные по 20 евро. Тиберия, пляжный бар. Рядом с ночным клубом Хайд вот такой фастфуд. Гамбургеры 5 евро, гурманская плесковица или сковачка плесковица по 6 евро, 5 чевапи 6 евро, филе куриное 6 евро, гирос 7, батак 5 было, исправили на 6, вешалица 6, свинский врат 6, колбаски 6 и картофель 7. Ягнячье мясо в лепешке 7 евро. Тут кукуруза по 2,50. И сигареты продают. Ракию. Интересно, сигареты с акцизом или без? Как на это смотрит полиция? Ну, видимо, все договорено. Так, отель Парк. Вот рядом с пляжем. Кому интересно, снимал отели Парк, Славянска плажа и Александр в отдельном видео «Зеленая Будва» месяц назад. Там чуть подробнее показывал. Ну, проверяем. Шведский стол здесь не поменялся в ресторане. Завтрак 10 евро, обед 14 евро и ужин 15 евро. Это шведский стол. Тоже кукуруза по 2,50. В Бечичи, кстати, 2. А носят по 3 по пляжу.
Тут лежаки первые 3 ряда по 20, остальные 15. Так что вот, как минимум, есть и за 15 в Будве. Это пляжный бар Тропикана 2. И тут рядом платный паркинг возле этого пляжа. И рядом бесплатный участок. Это если кто не хочет платить за лежаки, пожалуйста. И, кстати, по расценкам паркинга. Вот этот паркинг на асфальте, который у него дневной тариф 1,5 евро, ночной 2 евро час. А этот паркинг, он стоит 5 евро в день. То есть, когда надолго, выгоднее вот сюда ставить машину. Тут, конечно, асфальта нет, но зато, особенно если вы на ночь, на сутки, то 10 евро в сутки это вполне доступная цена. На час, конечно, лучше на асфальт ставить. Цены на пляже от отеля «Александр». Комплект 8 евро для гостей отеля и 18 для негостей. Цены на аренду скутеров. Со стороны Бечичи как раз находятся ночные такие типа клубы, амбиент, каскада, театра, в котором выступают иногда и артисты из постсоветского пространства. 31 июля Мумитроль выступал. Ну, в основном, конечно, все-таки балканский исполнитель. Он тоже покатушки на гидроциклах, на лодке катают, на парашюте за лодкой, аренда сабдосок и бесплатный участок пляжа опять как раз напротив от острова Святого Николая. Пляж Амальфи, бесплатный Wi-Fi и комплект. Первые 3 ряда 25, остальные по 20 евро. Это рядом с рестораном Лим. Небольшое кафе перед рестораном Ля Бока. Бич-бар Запата. Вот такие цены. Пиво, вина, коктейли. Ну, понятно, то есть тут такое, это именно бар. Пероль. Поесть это все-таки видно в Ля Боку надо. Небольшой кусочек бесплатного пляжа и дальше уже от Ля Боки пляж. И тут такая вот дорожка и туалет тоже по евро. Цены в Ля Боке. Сэндвичи клубные 10,50. Индекс сэндвич 10. Монтенегро тортилья 10,50. Брускеты Цезарь 8,50. Медитеранские 7,50. Тартар из тунца 16,50. Салат осьминога 14 евро. Карпаччо от бранчина рыба морская 16,50. Цезарь салат 15. Бифштекс телячий 35 евро. Колбаски с сыром 18 евро. Рыба филе бранчина 25 евро. Ну, так, цены не низкие. 20 евро на этом пляже у них первые 3 ряда лежаков комплект, а потом по 15 евро. То есть лежаки вполне доступны.
За Лябокой опять небольшой кусочек бесплатного пляжа. Ну, кто-то загорает он на скамейках. И тут туалет прямо возле пляжа, тоже цена 1 евро. Очередной бесплатный пляж. Небольшое отделение для детских аттракционов на сезон. Это вечером включают. От 2 до 2,50 мороженое. Вот такие коктейли с фруктами, овощами. 2,50, 3,50. Через каждые, по-моему, 100 метров продают поездки на лодках. Вот эта часть от 15 до 20, там первый, второй ряд, третий. Вот, подсказали, от 15 до 20 евро лежаки на Гавайи, на острове, куда катают корабликами, лодочками, в смысле. Пляж от бара Торч. Тут такие большие кровати, лежаки с матрасами. Широкие, удобные, но в зависимости от ряда комплект от 50 до 20 евро. И тоже, естественно, запрещено, как они написали в введении, напитки и еда. Вот заявлено мороженое ручной работы, цены. Желато. Возле ресторана «Зеленый гай», по-моему, пляжах получше, чем там на камнях, но он и более заполненный. Вот, цены: гурманская плескавица 15,50, мешанное мясо 24, лесковацкие уштипцы 14,50, плескавица просто 13,50, а караджорджевый шницель 18,50. То есть цены, ну, не очень дешевые. Пляж от ресторана Тропика. Первые два ряда по 25 евро, остальные по 20. Ну, как видите, лежаки тут гораздо проще выглядят, чем от бара Торч Факел. Опять бесплатный участок, но заполнен. Хотя, конечно, возле вот прогулочной дорожки места есть. По-моему, самое доступное мороженое, которое я тут видел на пляже, шарик 1 евро. Везде от 1,5 до 2 обычно. Это ресторан Обола. Вот. И комплект здесь 20 евро, но можно взять по отдельности. Один лежак 7 евро, один зонт 6 евро. И очередной бесплатный кусочек. Ресторан Маринера.
Вот тоже евро написано. И какие вафли за 5. Красота. У ресторана Азура тоже есть несколько рядов лежаков. Причем даже там как песочек он видно. И они стоят тоже комплект 20 евро. С той разницей, что тут немножко по-другому ценообразование. Можно отдельно тоже взять по единице пляжное оборудование. Только здесь зон дешевый 4 евро, более дешевые. А лежаки по 8 вместо 7 и 6 на предыдущем пляже. Вот покатушки на парашюте. Одна персона 50 евро, 2 80, 3 100. Раньше, по-моему, евро на 10 цена была ниже. И таблетка. На таблетке покатушки одна персона 10 евро. Вот такая лодочка. 30 евро 1 час. Плюс 10 евро бензин написано. Вот на плоче. Будва плоче. 8 евро. Бар Коко. Здесь комплект лежаков 20 евро. Так что, в принципе, цена от 15 до 50 евро. Причем 50 это, по-моему, не так давно появился комплект новых лежаков, таких вот этих широких. А так 15, 20, 25 евро комплект лежаков в Будве в августе 2026 года. И рядом с баром Коко вот опять бесплатный пляж. Возле яхтенной марины есть бар Сидро и лежаки от них. Не нашел работника, чтобы спросить цену, а ценника у них тоже нет написанного. И бесплатный участок прямо возле ресторана Ядран. И вот уже яхтенная марина. Ресторан Ядран. Цены. И вот мы уже дошли до яхтенной марины, практически до стен старого города. И наша прогулка сейчас завершится на последнем на сегодня пляже возле стен старого города. Кстати, нововведение. Поставили вот такие питьевые фонтанчики, несколько штук в яхтенной марине возле старого города. Поэтому можно попить или напоить питомца. Цены: китайский ресторан, Гонконг. Но при этом спагетти, да? Такие цены прямо под стенами старого города. И вот последний на сегодня пляж. Пляж Пизана, прямо под стенами старого города. Он, как вы видите, полностью бесплатный. Хотя есть место для переодевания, есть души. И отсюда очень хорошо стартовать, обплывать старый город по кругу. Лично мне очень нравится. Вот стены старого города. Находится он возле яхтенной марины, возле порта, так сказать, куда прибывают суда, яхты регистрируются, граница, таможня. Вот здесь вход. Так что рекомендую. Итак, сегодняшняя наша прогулка по Будве в середине августа 2026 года подошла к концу. Если вам нужна помощь в организации отдыха или переезда, обращайтесь по контактам под этим видео. А я с вами прощаюсь. На этом сегодня все. Будьте здоровы и до встречи в Черногории и на моем YouTube канале. Всего хорошего.